очень рад быть с вами вместе здесь сегодня. Того момента, когда я последний раз приехал сюда, прошло уже много времени. Похоже, последний раз было 7 лет назад. Я уверен, что за это время произошло немало событий здесь. I'm assuming that not all the devotees are here from Tomsk, there's devotees from other cities as well. Is that true? Я предполагаю, что здесь собрались преданные не только из Томска, но и из других городов. Так? Who's here from other cities? Кто приехал сюда из других городов? Who's here from Tomsk? А из Томска кто здесь? Yes, it was a time when I used to be able to visit more cities, but I can't do that as much as I used to. Было время, когда я мог посещать больше городов, но сейчас уже не могу. I think it was almost 23 years ago when I first came to Novosibirsk. You were the first one to come. Well, first foreign. Yeah. 23 года назад я приехал первый раз в Новосибирск, и я был первым зарубежным проповедником, посетившим этот город. Things have changed a bit since then. И кое-что поменялось с тех пор. Some things external. Некоторые внешние изменения заметны. Hopefully some things internal as well. И, надеюсь, также и внутренние есть. In fact, I was just looking at a reference to that topic this afternoon before coming here. Я перед тем, как приехать сюда, смотрел различные ссылки на тему, которую хотел обсудить сегодня. How there are distinctions between external and internal. Тему разницы между внутренним и внешним, и как проводить различия. And the devotee's responsibility is to see internal development. И как ответственностью преданных является следить за внутренним развитием. And not to judge progress by external development. И не судить о прогрессе по внешним изменениям. In fact, maybe I might even read that reference tonight. Я, наверное, почитаю сегодня эту ссылку, которую нашел. But before I do, is there anybody maybe you can help me to get a grasp of who's here? Is anybody who's here for the first time? Прежде чем мы начнем, хотел спросить, есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто на такой программе оказался впервые в своей жизни? Первый раз. Первый раз. Second time. Second time. And how about anyone here who's been introduced to Krishna consciousness, say, within the last year? А кто познакомился из вас с сознанием Кришны, вот, может быть, за последний год, первый раз? Okay. Alright, that helps. Да, так, бывает. Бывает? It helps. Helps. I said Sounds not so good. You can't hear me so well. Я сказал, на самом деле, мне полезно знать, что здесь есть преданные, которые первый раз, гости, которые первый раз познакомились. Со звука можно сделать? Потому что еще неплохо слышно. Звук все время. Нет, не меня слышно, меня самого плохо. Нет, ничего. Звук поменьше. Может, поменьше чуть допустим. В чем дело? Is it working now? The voting? Well, can you hear me now? You? Can you hear me?
Without the microphone. No. Oh, I forgot to turn the microphone. Anyone who was here 22 years ago, when I first came? Здесь есть из присутствующих, кто был в движении 22 года, когда первый раз приехал. You were here at that first program? Вы были на первой программе? Новосибирск? Новосибирск? На квартире. Да. The second program. First one. Huh? I don't know. Yes, probably. We'll try it again. Okay. Well, has anything changed? Что-то поменялось с тех пор? Would you like to make a little comment about what's changed? Хотите в нескольких словах описать изменения, которые произошли за эти дни? Сейчас было гораздо сложнее. It's become more complicated. You want to translate? Стало гораздо сложнее, Махарадж сказал. Почему? Why? Потому что преданные хорошо нравится. Right. Oh. Okay. Изменилось общество. При этом, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, нужно иметь более точное понимание того, что такое сознание Кришны, что таковым не является. Can I help? Я могу помочь такому пониманию? Вся надежда. When you say more precise, can you be more precise? Когда вы говорите, что нужно иметь более точное понимание, что такого сознания Кришны, можете быть более точным? Сами. То есть преданные знают, что нужно практиковать, нужно повторять круги, нужно поклоняться божествам, но очень немногие преданные знают умонастроение, которое включает процесс бхакти-йоги, делает усилия. Понял? So I will try to speak on this topic in a way that hopefully it's understandable to everyone, including those who are here for the first time. Я постараюсь поговорить на эту тему, но так, чтобы, надеюсь, это было понятно не только тем, кто уже давно приходит, но также тем, кто пришел первый раз на нашу программу. Maybe I will read that reference. It's a short reference. I'll speak from there. Почитаю этот отрывок, который я хотел бы упомянуть, он очень короткий. And this is, it's a section from Amrita Vani, Это отрывок, Instructions of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. отрывок из книги Амрита Вани, который является сборником наставлений Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. And the chapter is entitled A Devotee's Vision. Глава, из которой взят этот отрывок, называется «Видение преданного». In other words,
what does the devotee, when he looks at this world, what does he see? Другими словами, когда преданный смотрит на этот мир, что он видит в нем? And this is an answer to the question, do we really need to be introspective? Этот ответ прозвучал на вопрос, действительно ли нужно быть такими интроспективными, заглядывать внутрь себя. And the answer, И ответ. we have to give up external vision, Нужно расстаться с внешним видением. the vision of material enjoyment and material forms, and become introspective. Видение, которое сосредоточено на материальных наслаждениях, материальных формах. И вместо этого нужно обращать внутренний взор во внутренний. Until we become introspective, we will continue to depend on external vision. Пока мы не научимся обращать свой взор внутрь, мы будем зависеть от внешнего видения, полагаться на него. External vision is illusory. Внешнее видение иллюзорно. If we are eager to know the contents of a letter, we show no patience when looking at the envelope. Если мы знаем содержание письма, то мы не будем довольствоваться созерцанием конверта. If we see objects in this material world as ingredients only for the Lord's service, we will no longer have external vision. Если мы будем во всех объектах материального мира видеть только ингредиенты или вещи, предназначенные для служения Господу, то у нас не будет внешнего видения. The Supreme Lord is situated everywhere in this world. Верховный Господь пребывает повсюду в этом мире. He is situated in the hearts of all living entities. Он пребывает в сердце каждого живого существа. The Lord is always situated in the temple of my heart, just to give me the opportunity to serve Him. Господь всегда пребывает в храме моего сердца, чтобы просто дать мне возможность служить Ему всегда. When this conviction becomes prominent in our minds and according to this logic, и когда наши умы убеждены в этой истине, и если мы понимаем эту логику рассуждения, a learned person sees everyone equally. Тогда по-настоящему образованный человек может видеть всех в равном видении. Therefore, I can perceive my worshipable Lord everywhere. При этом виде везде своего Господа, которому я поклоняюсь. And when we see that way, we will find our external inferior worldly vision cleared. И когда мы будем на все смотреть таким образом, мы увидим, что наше внешнее видение также очищается. At that time, I will consider the entire world full of happiness. Тогда, когда я разовью такое видение, то для меня весь мир вокруг меня наполнится счастьем. So, when we speak about internal vision or introspectiveness, we're referring to seeing everything connected to the Supreme. Когда мы говорим в этом контексте о внутреннем видении или видении, обращенном вовнутрь, мы имеем в виду видение, которое позволяет нам видеть все связанное с Господом. In fact, we oftentimes quote a verse from Bhagavad-Gita, for one who is not connected to the Supreme, he cannot have either a controlled mind nor steady intelligence. Мы в этой связи часто цитируем стих из Бхагавад-Гиты, который говорится, что человек, который не видит, не имеет этой связи со Всевышним, не может иметь ни спокойного, подчиненного ему ума, ни также такого спокойного разума. Without which there is no possibility of peace. И не имея первого и второго, невозможно рассчитывать на умиротворение жизни. And how can there be any happiness without peace? А не имея умиротворения, невозможно ожидать счастья. This is a very important verse from Bhagavad-Gita, Очень важный стих из Бхагавад-Гиты, which describes the state of a living entity who is not connected. В этом стихе описывается состояние живого существа, потерявшего свою связь. Although when we say not connected, we're meaning not connected to his internal self. Здесь под отсутствием этой связи имеется в виду несвязанность с внутренним подлинным «я». Just like Krishna also answers a question in Bhagavad-Gita when Arjuna asked, what is the symptom of a man losing divine consciousness?
Как Кришна отвечает на вопрос Арджуны в Бхагавад-Гите, который Арджуна задал ему, и который звучит так: каковы признаки человека, находящегося в трансцендентном состоянии сознания? And Krishna says that one who finds satisfaction in the self alone, he is considered to be situated in transcendental consciousness. И Кришна говорит, что такой человек, который находится в состоянии трансцендентного сознания, черпает удовлетворение только в своем подлинном «я». So this verse we just quoted may sound like, well, we're if I'm going to find satisfaction in the self alone, give up all mental concoctions, then I'm independent. И кому-то может этот стих из Бхагавад-Гиты, который мы процитировали, показаться оправданием для собственной зависимости. Человек может думать: но если я должен черпать удовлетворение только в самом собственном «я», тогда я могу перестать зависеть от кого-либо и быть полностью независимым, самостоятельным. Self-satisfied. Полностью самоудовлетворенным. Self-satisfied means I don't need anything else. I'm satisfied with myself. И это означает, что я ни в ком и ни в чем больше не нуждаюсь и черпаю удовлетворение только в своем собственном «я». But what is the symptom of a person who is self-satisfied? Но каковы признаки человека, который по-настоящему удовлетворен самому себе? It's not that he simply finds satisfaction in the self alone. Это не означает, что он черпает удовлетворение только в своем собственном «я» и ни в чем больше. But he finds satisfaction by understanding who the self is. Но он понимает, он черпает удовлетворение в понимании того, кем является его «я». And the self is never alone. А это «я», о котором идет речь, никогда не является одиноким. As soon as we think we're alone, we're disconnected. Как только мы чувствуем, что мы одиноки, то мы сразу теряем связь. Because, as Krishna also states in Bhagavad-Gita, Aham Bija Pratapita, I am the seed-giving father of all living beings. Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что он является, как говорится в этом стихе, отцом всех живых существ. In many places in Bhagavad-Gita, Krishna explains how all living entities are connected to him. И во многих местах Бхагавад-Гиты Кришна объясняет эту самую истину, потому что все живые существа связаны с ним. He describes this external world as separated material energies. Он описывает этот материальный мир как состоящий из отделенных энергий, внешних энергий. Bhumir apo nalo vayu kamano bude vacha ahankara ityane vina prakriti ashtaka. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, all together these eight comprise my separated material energies. Кришна говорит в этом стихе, что вот эти 5 элементов, 8 элементов самой земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго, эти 8 элементов являются отделенными материальными энергиями, моими энергиями. Aparayam itastanam prakriti vidimeparam jiva bhuta mahavaho yaidam padvidekika. He says, but besides this separated material energies, there is my spiritual energy. Но он говорит, что помимо этих 8 отделенных энергий, моих существует также духовная энергия. Which is superior energy. Это моя энергия выше, чем материальная. Which are the living beings. Она состоит из живых существ. Working hard, struggling to maintain their existence in this world. Живых существ, которые тяжело трудятся ради того, чтобы поддержать свое существование в материальном мире. So, the Supreme is the origin of all energies. Верховный Господь является источником всех энергий. And therefore, everything that is both material and spiritual has its origin in the Supreme. Поэтому все, и материальное, и духовное берется начало в нем. And for anybody who has the basic elementary understanding of the teachings of Bhagavad-Gita, you can find so many references as evidence of this statement. И каждый, кто хотя бы немного знаком с учением Бхагавад-Гиты, может найти reference to Bhagavad-Gita itself. Reference to the statement I just made. So many references in Bhagavad-Gita to this statement. В самой Бхагавад-Гите можно найти очень много подтверждений тому утверждению, которое я сделал только что. This is, for instance, Krishna says, all that is material, all that is spiritual, you should know for certain I am both its origin and dissolution. Как Кришна в другом месте Бхагавад-Гиты говорит, знай, что я являюсь источником или причиной, и также местом упокоения всех материальных и духовных вещей. In other words, everything is connected to the Supreme.
Другими словами, все связано с Верховным. And self-realization means to know what is our connection with the Supreme. И самоосознание как раз означает постижение этой связи со Всевышним. Self-satisfaction means to know what is my connection with the Supreme. И самоудовлетворенность тоже означает удовольствие своей связи с Верховным Господом. If I try to become self-satisfied without understanding that connection, Если я пытаюсь обрести самоудовлетворение без понимания такой связи, then I can't satisfy the self. я не смогу удовлетворить душу. Instead, what do? I try to establish my connections here, in this world. Сам по себе. И что я буду вместо этого делать? Я буду пытаться обрастать какими-то связями с материальным миром здесь. Because connected, we must be. Потому что мы должны быть связаны. It's just no avoiding. Это другого не дано. Мы должны быть связаны с чем-то. That is our constitutional nature, is to be connected to somebody. Таково наше изначальное, естественное положение, быть с кем-то связанным и с чем-то. If we're not understanding internally our connection with the Supreme, then we see things externally. Если мы не понимаем нашей внутренней связи со Всевышним, тогда мы обязаны развивать внешние связи. What am I connected to? И с чем мы связаны в этом случае? Well, we can start. I'm connected with this body. Я связан с материальным телом, например, для начала. Some people don't like that connection. Многим из людей эта связь не нравится. Some people try to even deny that connection, avoid it. И некоторые даже пытаются каким-то образом порвать этой связи с внешним материальным телом или избежать ее. They perform all kinds of austerities and penances to try to disconnect themselves from identification with the body. Например, некоторые люди идут на различные суровые аскезы и очень трудные для себя накладывают обеты, чтобы разорвать эту связь с материальным миром, с материальным телом, отключиться от него. Having been frustrated with this world and with this body, and with relationships in this world, they try to disconnect themselves from everything. Разочаровавшись в материальном мире, в материальном теле и в различных отношениях, с которыми сопряжено пребывание в материальном мире, они пытаются порвать со своей связью с материальным телом. Generally, we don't observe the majority of connected living entities in this state of mind. Конечно, обычно из нашего опыта следует, что большинство живых существ не хотят разъединяться со своим материальным телом. Because that state of mind, which we described as a person who wants to renounce. Потому что такое состояние ума, о котором мы только что сказали, это состояние ума человека, готового к отречению, желающего обрести его. He has experienced that I can't get any satisfaction because of my connection with my body, my friends, my family, society. Такой человек пришел к выводу на собственном опыте, что он не может обрести удовлетворение из-за этой связи с его телом, с его родственниками, с его друзьями и обществом в целом. So they may adopt many drastic and severe measures to disconnect themselves. И они могут идти на такие крутые и решительные меры, чтобы разорвать свою связь с материальным телом. By performance of austerities and penances. Совершая различные аскезы покаяния. But for the most part, many living entities who identify with this body and their surroundings, they feel themselves connected in terms of the body. Однако большая часть живых существ, которые пребывают в материальном теле, они чувствуют, что связь их как раз заключается в связи с материальным телом, и всем, что с ним связано. And the bodily extensions. И с различными продолжениями материального тела. Therefore, they're connected with the mind, with the senses. Поэтому они имеют связь также с умом и с чувствами. And when the mind and the senses dictate to enjoy a particular object, И чтобы то есть не помыкали им материальные чувства и ум, пытаясь потом их наслаждением материальными объектами. then they try to connect with that object. Тогда эти люди послушно пытаются связать себя с этими объектами также. And extract more pleasure, extended pleasure through that object. И пытаются извлечь из этих материальных объектов еще больше наслаждения. Because it's not sufficient simply to think about enjoying an object. Потому что мы не можем довольствоваться просто размышлениями о наслаждении каким-то объектом. That connection is not complete enough.
В этом случае наша связь не настолько полна. We see an object with the senses and then we think, wow, that's really, I want to enjoy it. Видим какой-то объект, думаем, вау, это... But we don't stop there and simply think, well, that's it, I'll just try to enjoy it and stop there by looking. Но при этом мы не можем сказать, ну вот я буду просто смотреть на этот объект и вот так вот буду наслаждаться, мне этого будет достаточно. No, we start thinking and then we start feeling and then we want to make some effort to make some connection. Нет, мы не можем довольствоваться просто созерцанием или размышлением. Мы начинаем размышлять, потом начинаем чувствовать очень сильное влечение к этому объекту, и потом мы пытаемся установить очень прочную связь с ним каким-то образом. We see some advertisement, some billboard on the street. We make some connection with the advertisement. Например, мы едем по улице и видим рекламу, рекламный щит, на нем что-то рекламируется, и мы немедленно устанавливаем связь с этим рекламируемым объектом. And the advertisers are trying to get you to make that connection. И в этом как раз заключается искусство рекламщиков. Они пытаются заставить вас захотеть связаться с этим объектом. Why? Почему? Do you think they want you to stop there? Они что, они же не хотят, чтобы вы остались там любоваться на рекламный плакат на улице. Не в этом их цель. No. They want you to deepen that connection. Они хотят, чтобы вы как можно больше углубили свою связь с этим объектом. Make some sacrifice, go out to purchase it, and then get connected. Как углубить эту связь? Ну, нужно пойти на какие-то жертвы с своей стороны, раскошелиться, купить то, что они рекламируют, и тогда связь ваша будет очень прочной. And as soon as you get connected, как только вы устанавливаете такую связь, in a few months it'll be a better one for you to see on the billboard. Через несколько месяцев они еще что-нибудь еще лучше начнут рекламировать на том же самом месте. And you feel like, I can't be satisfied with this connection, I have to make a connection with a better one. И мы начнем думать, нет, но вот то, что я несколько месяцев назад купил, меня уже не устраивает, эта связь меня не удовлетворяет, я должен связаться с чем-то более лучшим, чем то, что только что приобрел. We do that with objects. Мы так поступаем, ведем себя по отношению к объектам. We do that with people. И с людьми также. We become attracted to some person and we think, I want a connection with that person. Мы начинаем, например, вдохновляться кем-нибудь и думаем, вот я хочу установить связь с ним или с ней. And then we make all our endeavors to do whatever we have to do to make sure that some more connection is made. И мы идем все эти необходимые шаги, которые укрепляют эту связь, make some sacrifices, чем-то жертвой, and then connection is made. И вот устанавливаем эту связь. But then it doesn't really give everything that we expected. Но не получаем всего того, что ожидали. And then we think, there's a better model. И думаем, ну есть лучшая модель. Let me give up this connection and get really connected. Поэтому лучше я разорву эту связь и установлю связь вот с той моделью новой. That's our conditioned state of consciousness. Вот так нас заставляет действовать обусловленное состояние сознания. It's what's called a conditioned soul. Это и называется обусловленной душой. Soul whose nature is spiritual. Душой, которая по своей природе духовна. Whose nature, constitutional nature, is to be connected with the Supreme. Которая по своей естественной природе должна быть связана со Всевышним. But because they have no introspection, no internal life, deep search for that connection. Но поскольку у этих людей нет понимания важности этого внутреннего видения, нет этого внутреннего поиска, этой связи, о которой идет речь, they live in the external world. Они живут все время во внешнем мире. And therefore, because their nature is, they have to be connected to something. И поскольку их природа в том, чтобы иметь какую-то связь с кем-то или с чем-то, because we're not self-sufficient. Поскольку мы не можем быть самодостаточными, we're not self-satisfied. Мы не можем быть самоудовлетворенными. We may try. Мы можем пытаться. Some people say, I'm just going to try to just be self-satisfied, self-sufficient. Кто-то может сказать, ну вот я сегодня, с сегодняшнего дня буду самодостаточным. But we have to eat. Но мы же должны есть. Certain other demands that are required for the body. Есть много других потребностей этого тела. There are certain other pleasures that are required for the body and for the mind. Требуется определенный вид удовольствия для ума и чувств, и для тела. And
by logical analysis, we practically, anybody who's a little bit introspective. И любой человек, который хотя бы небольшую крупицу такого внутреннего зрения отличается, should be able to draw a very simple conclusion that I'm not self-sufficient. может быть в состоянии прийти к этому простому выводу, что я не могу быть самодостаточным. I'm dependent upon something else and some others for my necessities of life. Что даже в осуществлении своих естественных потребностей жизни я должен полагаться на что-то или на кого-то. And therefore, we live in an external world of dreaming about how to become satisfied through external vision. И поэтому мы и живем в этом материальном, внешнем материальном мире, живя грезами о том, что можно довольствоваться этими связями с внешним миром, быть удовлетворенными при этом. The Bhagavatam gives a very nice example of this. В Бхагавату приводится замечательный пример этому состоянию сознания. It's in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. В 11 песне Шримад Бхагавата. Which describes the nature of the duality in this world. В этом стихе описывается природа двойственности материального мира. And it's explained that although the duality in this world does not ultimately exist, в этом стихе говорится, что хотя высший смысл слова двойственности мира не существует, the conditioned soul considers it to be real due to his conditioned intelligence. Обусловленное живое существо считает двойственность существующей реально из-за своего обусловленного состояния сознания. This imaginary experience of a world that is separate from Krishna И живет таким иллюзорным представлением в этом мире, как о чем-то отделенном от Кришны, can be compared to the acts of dreaming and desiring. которое отношение такого рода можно сравнить с размышлениями или грезами, или снами, во сне и наяву. When the conditioned soul dreams at night of something very wonderful or very horrible, Когда живое существо ночью грезит о чем-то очень приятном или о чем-то ужасном, or when he daydreams of something he would like to have or something he would like to avoid, или когда живое существо грезит днем о том, что оно хотело бы обрести или чего оно хотело бы избежать, he creates a reality that has no existence beyond his own imagination. то такое живое существо тем самым создает реальность, которая не существует нигде, кроме его воображения. Let me explain. Давайте я объясню. Actually, this is very, very simple analogy. Очень простая аналогия. Not very difficult for anybody to understand. Не так-то сложно ее понять, кому бы то ни Have было. any of you had a dream before? Кто-то когда-нибудь видел сны ночью? Please raise your hand if you've ever had a dream before. Поднимите сны, поднимите руки, если вы видели сны раньше. Okay. So most of you can relate to what I'm going to talk about. Поэтому большинству из вас будет понятно. You all have some experience, right? Вы понятен пример, который я приведу, потому что у вас есть непосредственный опыт этого. If you had a dream before, then you'll be able to relate to this example. Если вы когда-нибудь видели сны, то вы сможете понять, о чем я говорю. Okay. So, have you ever had good dreams before? А из тех, кто видели сны, видели когда-нибудь приятные сны? Please raise your hand. Поднимите, кто видел приятные сны. Oh, we're getting even better, closer. Даже... Have any of you ever had bad dreams before? А кошмары снились кому-нибудь ночью? Uh-huh. Okay. All right. Let's talk about the good dream. Давайте поговорим о хороших снах. First, Вначале. we'll start with the good dream. Приятно. Now, at night, we may be sleeping and we have a good dream. Итак, мы ночью спим, и нам грезится что-то очень приятное. I don't know what you call a good dream. One person may call a good dream, another person may call that good dream a bad dream. Но, правда, не должен говориться, что непонятно, что считать хорошим сном, потому что то, что одному покажется приятным сном, другому покажется кошмаром. In English, there's an expression, one man's food is another man's poison. Есть в английском языке и русском тоже такая пословица, то, что для одного человека еда, или для другого яд. Similar expression in Russian. Есть в русском такое выражение? Let's say it's for everybody it's good. И давайте поговорим о чем-то, что приятно будет всем. You have a good dream that you connected with that which you really wanted to connect with for a long time.
you don't want to get more specific on that. Давайте представим, что это очень общие вещи, говорить, чтобы всем было приятно. Давайте представим, что вы во сне увидели, что вы обрели ту связь с тем, с чем или с кем вам так хотелось связаться. Maybe you got a lot of wealth. Например, разбогатели вдруг внезапно во сне. Won the lottery. I don't know the lottery. Победили в лотерею. Если лотерею играют, то It's great, you finally saw an old friend that you hadn't seen for 30 years. И, например, встретили своего старого друга, с которого не видели уже 30 лет. You really, it's a nice dream. Очень приятный сон. So, eventually, usually the dream ends and you wake up. И что происходит? Рано или поздно сон кончается, вы просыпаетесь. So when you wake up, you think, wow, that was a nice dream. Вы просыпаетесь и думаете, о, такой был хороший сон. But you feel bad because it's over. Но вы расстраиваетесь, потому что сон закончился. And you realize it was only a dream. И вы понимаете, что это был всего лишь навсего сон. Now let's look at the bad dream. Теперь давайте подумаем о чем-то очень плохом, о каком-то кошмаре. I fly a lot. Например, я часто летаю на самолетах. Sometimes when I'm flying, I'm in a dream. The plane is going down very quickly. Например, when you're flying in your dream. In my dream. Мне часто снится во сне, что я вижу во сне, что я летаю, иногда во сне мне кажется, что наш самолет, в котором я лечу, падает. So we may call that a bad dream. Можно представить это как Usually when you have a bad dream like that, like you wake up. Можно назвать это кошмаром. Когда нам такой кошмар снится, мы пробуждаемся вдруг внезапно. And when you wake up, и когда мы пробуждаемся от плохого сна, you're happy. Мы становимся счастливыми. Why are you happy? Почему мы счастливы? It's only a dream. Что это был всего лишь навсего сон. But the good dream, when you woke up, you were sad. Но когда вы проснулись от хорошего сна, вы расстроились. It was only a dream. Что это был всего лишь сон, всего лишь навсего сон. So both the happiness and the sadness that you feel after the dream has no connection with reality. Но при этом нужно сделать вывод, что и то счастье, которое вы испытали, пробудившись от дурного сна, и то разочарование, которое вы почувствовали, пробудившись от хорошего сна, ни то, ни другое не имеет никакого отношения к реальности. Connected to a dream. Потому что то и другое состояние ваше связано лишь со сном. Yet we feel happy and we feel sad. Но несмотря на то, что это связано всего лишь со сном, вы чувствуете себя либо разочарованным, либо счастливым. When we become disconnected from that dream. Когда мы теряем эту связь со сном. So the verse that we quoted from the Bhagavatam describes the night dream. Итак, этот стих, который мы процитировали из Бхагавата, описывает ночные грезы. But it also talks about the daydream. Но также этот стих описывает дневные грезы. At night, we have a wonderful dream or a terrible dream. Ночью нам снятся какие-то кошмары или, наоборот, очень приятные сновидения. But then during the day we have our daydreams. Затем днем мы тоже грезим. We think about something we'd really like to have. Мы хотели бы что-то, например, обрести очень сильно, и мы живем этими мечтами. And that may be a very extended dream. Это может быть очень затянувшимся сном. For some people it may be a lifetime. Для некоторых людей сон растягивается на всю жизнь. Or for some people it may be, many years. Или на несколько лет, много лет. But it's a dream. Но это всего лишь сон. Something I had a dream. То есть я мечтаю о чем-то. In fact, it's very popular today in society to encourage people to have a dream, to think big. На самом деле сейчас очень популярно мотивировать людей какими-то мечтами. Они говорят, вы должны иметь мечту в вашей жизни. In fact, this is very popular in America. Even the political leaders promoting the citizens the American dream. И на самом деле это очень популярный политический шаг, политический такой прием. В Америке сейчас политики пытаются как-то мотивировать граждан, говорят, нужно жить определенной американской мечтой. Вот у нас американская мечта должна быть. And every political leader who puts forward the American dream, they want to get rid of him after 4 years. Ну, любой политик, который получает голоса, взывая к этим чувствам американской мечты, через 4 года от него хотят избавиться. Because what?
Yeah, it's nice to think about it, but when it actually, after 4 years and 8 years, where are we between the reality and the dream we had 8 years before? Что одно дело это приятные мечты о различных американских таких вот идеалах, и об этом размышлять приятно, но когда через 4 года и 8 лет мы сравниваем то, что мы получили, выбрав этого человека, с тем, что он нам обещал, и с чем, к чему он призывал нас мечтать, разница кажется слишком разительной. In fact, statistics in America prove that the American dream is becoming a nightmare. На самом деле статистика в Америке показывает, что американская мечта превращается постепенно в американский кошмар. Suicide rates are going up. Потому что везде растут уровни самоубийств. Divorce rates are going up. И также уровни разводов везде растут. Drug abuse is going up. Постепенно растет число наркоманов. This is the American nightmare. Пожалуйста, американский кошмар. Everybody's dreaming about becoming happy. Все мечтали о том, чтобы счастливыми стать. And nobody can tolerate it because it just doesn't happen. Но, к сожалению, этого не происходит, люди не могут с этим примириться. The American politicians don't know how to connect the citizens to the ideals of human life. Американские политики, лидеры, которые приходят к власти, не могут понять, как же соединить людей, американских жителей, как привить им это чувство стремления к идеалам человеческой жизни. So although they have their dream of peace and happiness and prosperity, и хотя люди мечтают о процветании, мечтают о мире и счастье, it's their daydream. Но это их дневные грезы. So many people have their daydreams. И многие люди живут такими дневными грезами. And things that they would like to have. Или тем, чем они хотели бы, что бы они хотели приобрести. And things they would like to avoid. И тем, чего бы они хотели в своей жизни избежать. Everybody wants to avoid war. Все хотят избежать войны. Right? Nobody wants to see so many people killed wholesale. Никто не хочет видеть этих массовых убийств людей. American people, they have their nightmare of participating. Everybody, it's all over the planet. It's not just the American people. И эти войны стали кошмаром не только для Америки, но и для всего мира, повсюду, по всей планете. I'm referring to America only because elections are coming up this year. Я говорю в Америке только потому, что в этом году будут выборы президента. Your elections are over. Ваши выборы уже закончились. You can call it what you want. И можете называть этих выборов как хотите. Whether it's a dream or a nightmare, it's not my position. Я не буду говорить, что это мечта или кошмар, что случилось. But now the elections are still going on in America. Но в Америке по-прежнему выборы продолжаются. And the Americans are dreaming. И американцы отдались грезам. Prabhupada actually, he used to give the analogy, another simple analogy. Шрила Прабхупада часто приводил очень простую аналогию. We'll get back to the daydreams in a second. Мы через несколько секунд вернемся к этой теме о дневных мечтаниях. He gives the simple analogy of a mathematical equation. Шрила Прабхупада приводит пример, очень простой пример с математической формулой. He says that if you have a very complex mathematical equation, Он сказал, что если у вас очень сложное математическое уравнение, must be a lot of mathematicians here. наверняка здесь в Томске очень много математиков. Know what I mean about complex mathematical. Они очень ясно представляют себе, что такое сложное математическое уравнение. I also know about it because I was an engineering major. Я тоже знаю, что такое сложное математическое уравнение, потому что я в своем колледже по специальности получал образование как инженер. For 1 month. Примерно в течение месяца получал это образование. Because of mathematical equations. It was so short. Because of those mathematical equations. И это мое обучение, моя, так сказать, карьера инженера длилась, студента инженера, длилась всего лишь месяц именно из этих сложных математических уравнений. But I know what they're like. Но я знаю, как они выглядят. So Prabhupada says, if you have a very complex mathematical equation, Прабхупада говорит, здесь просто очень сложное математическое уравнение. and it takes you a long time before you come to the conclusion. И вы долго вычисляете, вы требуется очень много времени потратить, чтобы в конце концов получить решение этого уравнения. If in the beginning of the equation you put 2 + 2 = 5,
Если в самом начале вашего уравнения вы допустите ошибку, поняв, что 2 × 2 или 2 + 2 равно 5. No matter how complex the equation is, Неважно, каким бы сложным ни было уравнение, when you finally get to the end, когда вы в конце концов придете к окончательному решению, it's going to be wrong. решение будет неправильным. Because in the very beginning you made a very significant error. Потому что в самом начале этого расчета вы сделали очень важную грубую ошибку. So Prabhupada uses that analogy to help us understand modern civilization. Шрила Прабхупада приводит аналогию, чтобы проиллюстрировать ей положение современной цивилизации. That modern civilization is becoming more and more complex. Современная цивилизация становится все более и более сложной. I'm referring to Sadhu Maharaj's reference to the complexities of an ever-growing society. Здесь я имею в виду то, что сказал Саду Махарадж, когда он сказал, что общество стало все более и более сложным, в котором мы живем. So modern civilization also is becoming ever increasingly complex. И также человеческая цивилизация становится все более и более сложной. But if in the very beginning we make the error and base the whole civilization on a false connection with this body, Однако, если в самом начале развития этой сложной цивилизации мы сделаем очень грубую ошибку, положив за фундамент ее нашу связь с телом, that the whole goal of civilization is to gratify the body. Эту ложную связь с телом, тогда выводом этой цивилизации, всей очень сложной цивилизации, будет цель устремления к наслаждению чувств или материального тела. Comfort, prosperity, good health. Единственным выводом этой цивилизации будет, что нужно стремиться к комфорту, к процветанию и к хорошему здоровью. Now we're not saying that these things should be rejected. Мы не говорим, что эти вещи нужно отвергнуть как ненужные. But it's simply not the goal. Но они просто не являются целью. Because the whole show is temporary. Потому что весь этот спектакль временный, раньше или позже закончится. This whole world is temporary. Весь мир временный. And our connections with this body is temporary. И наша связь с материальным телом также временная. And all the connections that we try to connect with this body are also temporary. И все те связи, которые мы хотим обрасти, находясь в этом материальном теле, также временны. So although the civilization may become very complex, И хотя эта цивилизация может достигать очень сложных форм, the conclusion will always have to be false. но вывод всей этой цивилизации в конце концов должен быть обязательно ложным. Because it's all built on the very significant error in the beginning. Потому что вся эта цивилизация вырастает из очень существенной и грубой ошибки в самом начале. That error is, I am this body. Какой ошибки? Ошибки считать себя телом. It's just an error. Это просто ошибка. And to invest all of our energy totally, without any understanding of our connection with the Supreme, И вкладывать в эту цивилизацию всю нашу энергию без остатка, не имея никакого представления о нашей связи со Всевышним, will always have to end with a false conclusion. всегда будем приходить к ложным выводам. Well, you can use your own imagination to try to determine what the false conclusion is. И здесь я позволю вам использовать свое собственное воображение, чтобы понять, каковы именно эти ложные выводы цивилизации. Generally, the false conclusion is that I will be happy forever. Обычно одним из таких распространенных заблуждений является представление того, что я буду счастлив или счастлива всегда. Just make my connection with that, I will be happy. Если просто дотянусь вот до этого, например, я буду счастлив. We don't think about all the other complications that come with maintaining our connections. Но при этом мы совершенно забываем о всех тех сложностях, которые неизбежно возникнут в нашей жизни для того, чтобы поддержать эту связь. And how Krishna, in the form of time, acts in a way to take us away, disconnect us И как Кришна в форме времени приходит и обязательно разрывает эти связи с тем, с чем мы пытались связаться. We don't think about that. Мы даже об этом не думаем. Well, if we think about that, then how can we have a nice daydream? И если мы будем об этом думать, то как же мы сможем безмятежно грезить наяву? My whole daydream is destroyed if I think that I'm not going to stay connected. Потому что всем моим дневным грезам сразу придет конец, если я допущу хотя бы мысль, что я не смогу наслаждаться этим вечно. Better to stop thinking about how these things are temporary and just try to connect for as long as I can. Лучше попытаться забыть просто о том, что все то, чем я пытаюсь
обрасти, является временным, и рано или поздно я должен буду порвать эти связи. But time doesn't allow that for anyone. Но время не позволяет оставаться с вечно соединенным никому. Krishna says, Kalo Smi, I am time. Кришна говорит, Калау Сми, я есть время. And in the form of time, I've come to take everything away. Я прихожу в форму времени, чтобы забрать у человека все. And when we say, I don't want you to take everything away. А если мы скажем, извини, время, я не хочу, чтобы ты у меня что-то забирала. I want to keep it right up until the end of this life. Я хочу сохранить вот то, что у меня есть до конца моих дней. Okay, some may be able to keep it right up to the end of this life. Да, может быть, кому-то удастся до конца своих дней сохранить. But ultimately, it will be taken away. Но рано или поздно все, что у нас есть, у нас заберут. And the Mahabharata, Prabhupada oftentimes used to quote the verse about a statement by Yudhishthira Maharaj. Шрила Прабхупада очень часто цитировал высказывание из Махабхараты, стих, который там произнес Юдхиштхира Махарадж. When he was asked by Yamaraj, what is the most amazing thing? Когда Ямараджа спросил у него, что является самым удивительным в этом мире. Please describe what is the most amazing thing in this world. Скажи, пожалуйста, Юдхиштхира, что является самым удивительным в этом на свете. Now, someone may think the most amazing thing is modern technology. Кто-то может сказать, что самое удивительное на свете это современная технология. So amazing what modern technology can do. Потому что современная технология достигла удивительных, невероятных вершин. And actually modern technology is insignificant compared to the Vedic technology that was existing thousands of years ago. Однако современная технология кажется совершенно незначительным достижением по сравнению с ведической технологией, существовавшей 1000 лет назад. They were far more advanced than modern technology. Которая была намного более развита, чем современная технология. They could do far more amazing things. Они делали гораздо более головокружительные вещи. Just by the power of mantra. Просто силой мантры. You could do some amazing things. Они могли Invoke weapons, удивительные вещи. Control. Они But могли... Yudhishthira Maharaj's answer was Ahanya Hani Bhutani Ganchati Maya. He says, the most amazing thing in this world is that every single day, thousands and millions of living entities are being sent to the kingdom of death. Они могли управлять оружием, например, раньше и контролировать оружие с помощью мантры. Но самая удивительная вещь, которую, когда Юдхиштхира Махараджа спросили, а что же является самой удивительной вещью, он сказал, Ахани Бутани, самое удивительное это то, что все живые существа, миллионы и тысячи миллионов живых существ каждый день встречаются со смертью. And those who remain think, но те, кто остаются и избегают этой встречи пока, it won't happen to me. они думают, что этого со мной никогда не случится. They just think that. Они просто так думают. They just plan their life in such a way that it's not going to happen to me. И планируют свою жизнь так, как будто этого с ними никогда не произойдет. All around you. Everything. From all different species of life. Хотя повсюду у них на глазах постоянно происходит. Insects, the animals, Во всех формах жизни. plants. Людей, растений, насекомых, животных. But everyone still thinks, let me try to keep a permanent situation. Однако каждый думает, я хотел бы устроиться здесь как можно более надежно, постоянно. And he defines that as the most amazing thing. И Юдхиштхира Махарадж определяет именно это настроение как самую удивительную вещь на свете. Such is the power of the illusory energy of the Supreme. Такова сила и могущество иллюзорной энергии Верховного Господа. That illusory energy, which is also connected to the Supreme. Иллюзорная энергия, которая тоже связана со Всевышним. But because when we think it's connected to me, но когда мы думаем, что она связана со мной, then we can't see its connection to the Supreme. Тогда мы не можем видеть ее связи со Всевышним. In fact, in the Bhagavatam, Krishna tells Lord Brahma. В Бхагаватам Господь Кришна говорит Брахме. He says that whatever you see in this world of any value, он говорит, что если ты видишь в этом мире хотя бы что-то обладающее какой-то ценностью, if you don't see that it's connected to me, но при этом не видишь этой связи со мной, it's my illusory energy. Связь этого объекта, вот это и есть иллюзорная энергия моя. Or that reflection that appears in the darkness. Это сравнивается с отражением света во тьме. Why? What does he mean when he says that? А что имеет в виду Кришна, когда он говорит эти слова? If we see that it's valuable, если мы видим что-то очень ценно, but we don't see how its value is because its connection with the Supreme. Но при этом под ценностью мы не имеем в виду ценность в контексте связи этого объекта со Всевышним. Then why is it valuable?
Почему же тогда мы считаем это ценным? It's connected to me. Потому что это связано со мной. That's what makes it valuable. Вот это и делает, придает ценность этому объекту. He says, if you see anything in this world of any value, but you don't see how it's connected to me, И Кришна говорит, если ты видишь хотя бы что-то в этом мире, обладающее ценностью, но при этом не связанное со мной, it's illusion. вот это называется иллюзией. It's an illusory connection. Это иллюзорная связь. Because ultimately everything is connected to the Supreme. Потому что все в конечном счете связано со Всевышним. And the ability to see something disconnected from the Supreme is also coming from the Supreme. И даже сама способность видеть что-то не связанным со Всевышним также связано со Всевышним, берется из него. That's Krishna says that's Mama Maya. Daiviyesha Gunamai, Mama Maya, that's my Maya. Кришна говорит, что это моя майя. Это майя, которая берется из меня. My Maya is making the living entities forget their connection with me. Вот эта моя майя, она заставляет живое существо действовать, считать что-то не связанным со мной. What is that verse where Krishna says, I am never manifest to those who are foolish and unintelligent? Naham Prakasha Shavasya Yoga Maya Samavita. I am never manifested to those who are foolish and unintelligent. For them I am covered by my eternal creative potency, Yoga Maya. Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, что я никогда не являюсь глупым и невежественным людям, от них я все время скрыт за завесой своей иллюзорной энергии майи. In this way, the whole world knows me not, whom I'm born and infallible. И таким образом весь мир не знает меня, нерожденного и непогрешимого Господа. Krishna says, I'm not manifest. They can't make the connection. They don't see me. Кришна говорит, что они не могут меня увидеть, они не могут меня разглядеть, потому что они не связаны со мной. Because they've been covered by my illusory energy. Потому что они были закрыты от меня, и потому что их зрение покрыто моей иллюзорной энергией. So even the ability to forget and to not see that connection with Krishna is coming from Krishna. Даже сама способность забывать и не видеть связи с Кришной берется от Кришны, связанной с ним. So one who understands the nature of this world Тот, кто понимает по-настоящему природу материального мира and sees everything connected to this и world, видит, как все связано с Господом. just like Krishna says, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I'm never lost to him, nor is he ever lost to me. Как Кришна говорит, также Бхагавад-Гите, тот, кто видит меня во всем и все во мне, для него я не потерян, и он никогда не потерян для меня. In other words, how does a devotee see? Другими словами, как видит преданный? What is the vision of the devotee? В чем заключается видение, которым обладает преданный? The vision of the devotee, he sees everything is connected to Krishna. Видение преданного заключается в способности видеть все связанное с Господом. One who sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. Человек, который видит все живые существа духовными душами, связанными с Господом, его частицами, вот он по-настоящему знает вещи такими, какие они есть. What then can be an illusion or anxiety for him? Для такого человека не может быть никаких источников или причин для иллюзий или беспокойства. That is Ishopanishad. Это Ишапанишад. He sees all living entities as spiritual sparks connected with the Supreme. Он видит, что все живые существа являются духовными душами, связанными с Господом. He doesn't see simply the body in terms of what it can give me for pleasure. Он не видит все. Doesn't see the bodies of others in terms of what they can give me for Он не pleasure. видит просто тела, и не видит эти тела в контексте того, какие удовольствия тела других живых существ могут дать своему телу. We may think, oh, their value is what they give to me. Мы можем так ценить и других. Вот их ценность заключается в том, сколько удовольствия они могут мне доставить. But a devotee's vision is no, their value is the pleasure they can give to Krishna. Но преданный смотрит на них совсем по-другому. Он считает, что ценность других живых существ в том, какое счастье они могут доставить Кришне. Why? Because the more Krishna's pleasure increases, the more we become satisfied. Почему? Потому что чем больше Кришна доволен, тем больше мы становимся счастливы сами. The more we become happy. Тем больше мы обретаем удовлетворение и счастье. Because then we're connected. Потому что мы также обретаем эту связь. Because we see everything connected to Krishna, then we're connected. Если мы видим все связано с Кришной, тогда мы сами тоже связаны с Ним. This is Krishna consciousness. Это называется Кришна, сознание Кришны. This is a devotee's vision. Вот это видение преданного. He doesn't see simply external designations. И он не видит просто какие-то внешние обозначения или роли. In fact,
This is the symptom of bhakti or devotional service. Именно в этом заключается признак бхакти или преданного служения. Sarva pada vinirmuktam tat paratlena nirmala rishikena rishikesha sevana bhaktir uttama. That the bhakti or devotional service means engaging all of our senses in the service of Rishikesh, Krishna, who is the master of the senses. В этом стихе говорится, что бхакти или преданное служение заключается в стремлении занимать все чувства в служении Господу, который является господином чувств. When the living entity serves the Supreme Lord, there are two side effects. Когда живое существо служит Духовному Господу, возникает два второстепенных или побочных продукта. What are they? Каковы эти второстепенные или побочные результаты? He becomes free from designations. С одной стороны, он становится свободным от всех различных самообозначений. Sarva upadi, all upadis, all designations, becomes free from. Эти внешние обозначения называют словом упадхи, и он освобождает от всех их сарва упадхи. He sees that my real identity is not connected with this external world. Он понимает, что моя подлинная сущность не связана с внешним миром. And he doesn't label everything else according to some external designation which will gratify his senses. И он не развешивает ярлыки на других людей, на другие объекты в соответствии с тем, сколько удовлетворения они могут доставить ему. So what are the two side effects? One is he becomes free from designations. То какие же побочные результаты этого процесса? Первое, человек становится свободным от всех этих иллюзорных самообозначений. And the other is that his senses become controlled. Второе, его чувства становятся подчиненными, покорными ему. This is real sense control. Это называется контролем чувств. This is real renunciation. Это называется подлинным отречением. Vishayabhi vartate niraparasya dehina rasavadram rasokyasa paramdrisvarna vartate. The embodied soul may restrict himself from sense enjoyment. Хотя обусловленное живое существо может воздерживаться от стремления к удовлетворению чувств.